Любые родители, если они действительно заботятся о своих детях, в первую очередь желают им счастья. Каждый из них видит это счастье по-своему, и среди них наверняка есть такие, кто считает, что счастье – это всемирная слава их ребенка. Возможно, Аарон и Эмма Уэйтингтона из Канзаса надеялись, что о их дочери Мии будут писать в газетах и журналах по всему миру. Но вряд ли они предполагали, что причиной этого станет необычный медицинский случай. Однажды, когда Мие было всего 7 месяцев, ее родители заметили, что у нее внезапно опухла щека и поднялась температура. Это было тревожным знаком для Аарона и Эммы, и они немедленно отвезли девочку в больницу. Врачи, осмотрев малышку, не смогли точно определить, что вызывает ее дискомфорт. Первоначально они предположили, что у нее режутся зубы, довольно распространенное явление в этом возрасте. Они выписали рецепт на лекарство и отправили семью домой, уверяя, что все будет в порядке. Однако на следующее утро ситуация ухудшилась. Аарон и Эмма проснулись и увидели, что опухоль на щеке Мии увеличилась вдвое. Это было не просто беспокойство, это была настоящая паника. Они снова собрали вещи и поспешили в больницу. На этот раз врачи решили госпитализировать девочку с подозрением на стафилококковую инфекцию лимфоузлов. Это звучало серьезно, и родители не могли не переживать за здоровье своей дочери. После госпитализации Мию начали обследовать более тщательно. Врачи провели несколько анализов и сделали УЗИ, чтобы выяснить, что происходит в ее организме. Однако вскоре они столкнулись с чем-то совершенно неожиданным. Из опухоли на щеке малышки появилось нечто странное 5-сантиметровое перо. Врачам было сложно поверить своим глазам. Как это могло произойти? Они начали обсуждать возможные причины и вскоре пришли к выводу, что, скорее всего, Мия случайно проглотила перо, и оно каким-то образом застряло у нее в горле. Это объясняло опухоль. Организм пытался выталкивать инородное тело наружу. Ситуация была необычной, и врачи решили, что необходимо удалить перо хирургическим путем. Операция прошла успешно, и вскоре Мия пришла в себя. Она была в безопасности, и ее родители вздохнули с облегчением. Врачи объяснили Аарону и Эмме, что такие случаи крайне редки, но все же могут происходить, особенно у маленьких детей, которые исследуют мир с помощью рта и могут случайно проглотить что-то неподходящее. После выписки из больницы Мия быстро восстанавливалась. Она вернулась к своим обычным играм и смеху, и ее родители были счастливы видеть ее здоровой и активной. Но на этом история не закончилась. Слухи о необычном случае с Мией начали распространяться, и вскоре о них узнали журналисты. Статья о девочке с пером в щеке появилась в местных новостях, а затем и в национальных изданиях. Аарон и Эмма были приятно удивлены, но также и немного смущены, что их дочь стала такой знаменитостью из-за столь странного инцидента. Теперь Мия не только радовалась жизни, но и стала символом того, как важно быть внимательным к детям. Аарон и Эмма начали получать множество сообщений от других родителей, которые делились своими историями о том, как их дети также попадали в необычные ситуации. Это создало особую связь между семьями, и они начали встречаться на различных мероприятиях, обсуждая вопросы безопасности и здоровья детей. Сейчас, когда Мия подрастает, ее родители часто вспоминают тот необычный случай, который стал не только испытанием для их семьи, но и важным уроком. Они понимают, что каждый момент с детьми ценен, и что иногда неожиданные ситуации могут привести к чему-то хорошему. Мия полностью здорова и продолжает радоваться жизни, а ее история напоминает всем о том, как важно быть внимательными и заботливыми родителями. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.